Всем привет! Сегодня второй день снятия мотора, и видео я начну с вот этого волшебного чемодана. Что там? Там горелка. Раньше мы пользовались вот такой вот горелочкой. Я думаю, у многих такие есть. Но она не очень-то хорошо работает. Для чего она надо? Открутить ржавые, гнилые гайки, которые держат выпускной коллектор к приемной трубе. Поэтому будем пользоваться огненным ключом. Давайте я покажу, что это такое. У меня есть хорошие друзья, которые занимаются установкой кондиционеров, и они в своей работе пользуются вот такой горелкой. Это горелка и сам баллон. Баллон гораздо массивнее, сталь тут потолще. Здесь есть предохранительный клапан, резьба, внутри тоже клапан. И туда просто накручивается эта горелочка. Горелка тоже более массивная. Пьезоподжиг, фиксация, чтобы руками не держать кнопку, и можно регулировать пламя. Давайте сейчас сравним старую и новую горелку. В чем будет разница, мы сейчас посмотрим. Так, вот такая горелка. Нажимаем. Вот так оно работает. Подробно разбираться не будем, мы все-таки мотор здесь снимаем. Ну и вот такая. Давайте сравнивать. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну вот результат 10-секундной работы этой горелки. Давайте проверим эту. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, это, наверное, веселее. Теперь идемте смотреть, для чего мне нужны эти горелки. Машина на подъемнике. Вот выхлопная система. И вот такие вот гайки меня ожидают. Здесь от гайки вообще ничего не осталось. Откручивать их крайне проблематично. Поэтому давайте пробовать огненный ключ. Все получилось, на удивление. Крутится даже то, что не может крутиться. Здесь все хорошо. Вот так выглядят прокладки. Здесь они, видимо, вырубаны из паранита, крайние, средняя оригинальная. Вот такое себе решение. Вот такой переходничок я снял. Снял переходник, открутил карданный вал, он массивный, как на Зиле. Ну, я, правда, честно не знаю, какой на Зиле кардан. Что дальше? Резьбы на выпускных коллекторах остались целые.
Это радует. Резьба тут мелкая, надо специальные гайки. Шаг единичка. Также прокладки надо вот сюда. То есть, по сути, раз прокладка, два прокладка, три прокладка. И 4 гайки с мелкой резьбой. Что дальше? Позаглядывал коллектора. Здесь катализаторов нет. Позаглядывал глубже. У нас есть такой эндоскоп. Там тоже нет катализаторов. Ну и при этом машина не жалуется на отсутствие катализаторов. Задние лямбда-зонды не видят проблем. Это хорошо. Сейчас плавно буду переходить вперед. Охлаждение коробки я уже отсоединил. Осталось отсоединить гидроусилитель. Здесь одну шлангу и на бачке одну шлангу. Ну и по сути можно будет начинать откручивать амортизаторы. Вот здесь я их позамачивал и стойки стабилизатора. Ну и потом вот эта поперечина. И все. В принципе, мотор должен начать отпадать. С правой стороны, там где крепление подрамника к кузову, обратил внимание на вот такое отверстие. Это жесть. Это жесть, ребята. Так. Скорее всего, не открутится эта гайка нормально. Здесь надо будет уже сварочные работы производить. Металла здесь нету, как вы видите. Зато есть ржавчина. Так, господа, на сегодня все. Ходовая вся открученная. Проводка вся открученная. Топливная открученная. Все, что можно было от двигателя, я открутил. Он у нас сейчас на тележечке стоит. И завтра буду откручивать болты гайки подрамника. 4 штуки. Одна у меня не откручивается, ее надо болгарить. Но уже завтра. И будем вынимать мотор, посмотрим, что из себя это все представляет. Так что на сегодня пока все. Вот такая заслоночка. Куча мелких нюансов, которые надо будет делать. На этом пока все. Всем пока.